Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео коротко расскажу 3 способа оформления кромочных петель, чтобы край вязания смотрелся аккуратно и не нужно было обвязывать боковые стороны. Смотрите, первый способ. Такая плотная, аккуратная кромка. Я специально связала на лицевой глади. Вы видите, что кромка не закручивается, образуется вот такой закругленный край и смотрится очень аккуратно. Второй способ очень простой. Получается более пышная, мягкая кромка, тоже закругленный край из лицевых петелек. Такой мягкий, пышный, смотрится аккуратно и красиво. И третий способ. Вот такая кромка из переплетенных петель. Получается более фактурная кромка. Она более плотная и хорошо держит форму. Итак, показываю поочередно все 3 способа. Показываю первый способ. Кромочные петли получаются плотные, ровные и смотрятся очень аккуратно, хорошо держит форму. Первые 3 петли и последние 3 петли формируют боковые края. В каждом лицевом ряду вяжите первые 3 петли так. Первую петлю снимайте, вторую петлю провязывайте лицевой, третью петлю тоже снимайте, не провязывая. Обратите внимание, рабочая нить за вязанием. Далее провязываем петли полотна по узору. И последние 3 петли я покажу, как вязать. Когда на спицах остается 3 петли, их провязываем немножко по-другому. Первую петлю лицевой, следующую петлю снимаем нить за вязанием, снимаем не провязывая, и последнюю петлю тоже провязываем лицевой. Далее поворачиваем наизнанку вязания и в каждом изнаночном ряду вяжите так. Первую петлю снимайте, не провязывая, вторую петлю провязывайте изнаночной, третью петлю снимайте и обратите внимание, нить располагайте впереди петли. 3 кромочные петли мы провязали, далее вяжем ряд по узору. Когда в изнаночном ряду остается 3 петли, провязываем их так. Первую петлю провяжите изнаночной, следующую петлю снимайте и нить располагайте впереди петли, снимайте петлю не провязывая, и последнюю петлю провязывайте изнаночной. Повторяется вязание лицевого и изнаночного ряда. И формируется вот такая красивая, простая кромка. Второй способ образования вот такой ровной, пышной кромки очень простой. Необходимо набрать в начале и в конце ряда дополнительно по 2 кромочных петли. И в начале каждого ряда первые 2 петли снимайте, не провязывая, располагая нить за работой в каждом лицевом ряду. Далее вяжем петли в лицевом ряду по рисунку узора. Последние 2 петли в лицевом ряду провязываю 2 лицевые. Далее поворачиваю работу и начинаю вязать изнаночный ряд. В изнаночном ряду располагаю нить от клубка впереди вязания и первые 2 петли снимаю, не провязывая. Далее здесь я вяжу изнаночные петли, но если у вас другой узор, то можете вязать узор по необходимому рисунку. И последние 2 петли ряда всегда провязывайте в изнаночном ряду 2 изнаночные. Далее поворачиваю работу на лицевую сторону и повторяем
лицевой и изнаночный ряд. Первые 2 петли снимаем нить за вязанием и вяжем лицевой ряд. В изнаночном ряду то же самое, 2 петли снимаем и вяжем узор по рисунку петель. Третий способ, при котором формируется вот такой рельефный красивый край. Он довольно плотный, хорошо держит форму, и для него необходимо набирать в начале ряда 4 петли и в конце ряда 4 кромочные петли. И в начале ряда необходимо перекрещивать 4 петли по 2 с наклоном вправо. И для этого переснимаю петли так, чтобы 3-я и 4-я петля проходили впереди первых 2 петель и оказались первыми. Переснимаю петли и провязываю их лицевыми поочередно. Выполняем перекрещивание в каждом лицевом ряду, перекрещивание кромочных петель. Далее провязываю полотно основного узора. И когда на спицах останется 4 петли, формирую вторую кромку и перекрещиваю по 2 петли с наклоном влево. Для этого переснимаю петли так, чтобы первые 2 петли оказались впереди и уходили влево. Перекрестив петли, провязываю их поочередно лицевыми, 4 лицевые петли. Закончив лицевой ряд с перекрещиванием кромочных петель, на изнанке все петли, здесь я вяжу изнаночными, первую петлю снимаю не провязывая, далее вяжу 3 изнаночных петли. Далее следует полотно по вашему узору, здесь у меня все петли изнаночные, и последние 4 петли тоже провязываю изнаночными. Для формирования рельефной кромки перекрещивание выполняем в каждом лицевом ряду.